While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. Alrighty, welcome to 1480, Great Stand on the Ugra River. As the Mongol army once again marched to punish Moscow, Ivan III chose his position to make a stand against the weakening power of the Horde. He would hold the line at the Ugra River. Hold the door, order. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Люди, приуготовляйтесь на повинуюсь наказу. Надо копать. Я построю скоро. Люди, приуготовляйтесь. Наказ слушайте, идем. Надо бы найти нам. Начинаю строить и сейчас. Кого застрелите? Приступайте на гамма. Слушайте наказ, воины. Наказано идти. Тихо. Наказ снова есть, воины. Люди, напрежь паскот. Мирно. Наказано. Люди, сделано будет. Пати нельзя. Да не празднуйте! Наказ слушайте! Ожидайте наказа, лучницы. Трудить. Наказ слушай. Укажите. Мирно. Наказано. Слушайте все. Сейчас начну делать. Что накажете, як прикажете. Я построю себе. Где трудницы надо внесут? Пати нельзя. Наказано есть. Есть. Внемлите! Наказы новые идут. Что наказ? Иду, куда велено есть. Начинаю строить и сейчас. Построено крепко есть. Готов, есим, потрудитесь. Наказ слушать сейчас, начну делать и начинаю. Что накажете? Як прикажете? Лук поспешен. Готов, да, уже направляйте. Где трудницы надо внесуть? Я построю сие. Хочу стрельбу. Укажите цель. Я построю скоро. Иди труд. Яко прикажете? Я построю сие. Идите, лучницы, поскору. Что накажете? Трудитесь, надо. Трудитесь. Куда направляться? Туда уже направляемся. Хочу стрелять. Кого застрелить? Лук при мне есть, иду. Построено есть. Радость. Дайте мне работу. Древеса, повинуемся наказу. Готов, иду, куда велено есть. Я построю себе. Лук потрудился изрядно. И трудитесь, на месте будем скоро. Сие построю скоро. Хочу стрелять. Ожидайте наказа. Идите, лучницы. Наказ исполняю.
Якоб, что накажете? Кого застрелите? Что накажете? Сие построю скоро. Трудитесь, она. Туда уже направляйтесь, надо. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? На месте будем скоро. Начинаю строить и сейчас. Хочу стрелять. Наказ слушайте. Наказом следую. Готовы? Что накажете? Куда направляться? Начинаю строить и сейчас. Кого застрелите? Луч сейчас. Ожидай, яко ожидай. Тревог, что с радостью. Лук по наказам следует. Так, воины, идите по мне! Ожидайте, наказ исполняю. Лучницы, воины, нам Пищать заряжены пищальники! спешишь. Ван Мю, кого сейчас? Внемлите! Нако! Наказ велен приготовлять пищальники! Спешите, зело! Что накажете? Дайте мне. Сделано будет. Do we have upgrade buildings? Blacksmith arsenal, okay, very good. I want archers and I want Иди, falling трудницы, oil. надо внесуть. Иду, куда велено есть. Я построю сие. Куда направляться? Вот не празднуйте! Наступаем! Труди сделано будет. Начинаю строить и сейчас. Слушайте все! Идем! Надо найти нам! Сие построю скоро! Что накажете? Люди, идти надобно. Слушаюсь, поспешаю. Готов. Сделано будет. Сделано будет. Лук по приступу. Луч тревожно есть. Приступайте. Яко прикажете. Куда направляться? Иду туда немедленно. Сие построю скоро. Подойти, уразуметь. Кого застрелите? Потрудился и... Сейчас иду, куда наказано есть. Потрудился изрядно. Иди, трудницы, надо внесуть. Хочу с наказом следую. Наказ исполняю. Тихо, наступайте на что? Да будут кровь и брань. Готовы есть потруди, яко прикажете. Я построю сие. Дать путь идти надобно. Сие построю скоро. Что накажете? Будете надобно. Слушать надобно в путь идти. Наказ слушайте. Идите, лучницы, поскору. Святость освещает путь мой. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Лук поспешен есть. Ожидайте наказа, лучницы. Ван Мю. Трудитесь, надо. Иду, куда велено есть. Путь идти надобно. Я построю. Хочу стрелять. Сейчас. Иди, трудницы, надо внесуть. Я построю сие. Часу хочете? Сейчас. Иди, трудитесь надобно. Ожидайте наказ. Идите, лучник. Люди, идите скоро. Начинаю строить и сейчас. Трудитесь, повинуйтесь наказу. Ожидайте наказом следую. The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment.
Трудитесь, надо. Как прикажете. Ожидай бойни, напрежь поскору. Трудитесь, надо. Что накажет? На месте будем скоро. Начну копать. Люди, трудитесь, приуготовляйтесь! Начинаю строить и сейчас. Куда стрелять? Будет исполнено. Готово. Дайте мне работу. Люди, идите скоро. Эти трудницы надо мне суть. Иду, куда велено есть. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? We need advancing technology. Production time of siege engines or weapon emplacement. Yes, we're going to build a Spaskia tower. Цели новые. Яку прикажете. Что накажете? Сия построю. Люди, сейчас начну делать их. Что накажете? Сия построю. Люди. Укажите, прихожу на место Ина. Лук поспешен есть. Приступаю на... Иди, трудницы, надо мне суть. Готов, как накажете. Сделано будет. Готово есть. Потруди. Иду туда немедленно. Туда уже направляемся. На месте будем скоро. Я построюсь и... Люди, приготовившись! Дайте The повинуйся, Rus наказ. repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. Трудитесь, If he showed надо. the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Бойни, внемлите. Трудитесь. Сейчас начну делать. Повинуюсь наказу. Что накажете? Будете надо нас. Трудницы надо. Что накажете? На месте будем скоро. Трудить, як прикажете. Спать оружие. Готовь, есим потрудитесь. Что накажете? Иду, куда велено есть. Яко прикажете. Трудитесь, надо. Люди, напрежь по спору. Наказ слушайте надобно. Я построю сие. Смерть следует наказам. Что накажете? Цели. Оружие готово есть. Будете надо на бойни. Трудитесь, надо. Я построю сие. Что накажете? Сказывайте, сделаю все. Нет, наказано есть. Внимаю, Слушайте, дали нам часу на приказ. Слушайте все, сейчас наказы. Готово служить. Готово есть где. Есть сон, есть отдохновение. Готов, есть где. Пойду, куда накажешь. While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces.
Несть сон, несть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Куда стрелу вонзить надо? Лучники! Надо заготовить несут флаг. Лучники, идем! Готов наказы слушайте! Люди, идем! Не празднуйте! Сие исправим! Наказывайте, сделаю все! Внемлите, ожидайте наказы. Люблю трудитесь об исполнении. Всем дело свое. Приказывайте, сделаю. Слушайте всех, желание ваше есть закон. Не сяду, донде же соберу. Наказано есть. Люди готовы, суть! И ждут дела! Ладно, сделано есть. Готов. Несть сон. Наказывайте, сделаю все. Доволен есть. Покоряю гряду путем, верно? Повинуюсь. Пойду, куда накажут. Двигаюсь опасно. Наказ гряду путем, верно? Готов, сделаю, как накажете. Часо накажете. Поняла, иду туда. Готова служить. Мегом там буду. В лесу люблю, трудитесь. Иду путем истины. Готова служить. Рада есть. Трудитесь в исподней вашей. Тихо, лучники! Наказ уразумех. Теку. Следую, куда наказано есть. Готов! Желание ваше есть закон! Есть. Приступаю на гамма. Слушайте наказ, лучник. Наказ исполнен. Наказывайте, сделаю все. Есть сон, есть. Слушайте все, сейчас наказы будут. Пойду, куда накажете. Идем поскору, все. Слушайте все, новые наказы суть. Тихо, лучники. Слушайте наказ. Внемлите, лучники. Приходим на место Ина. Есть сон, Готова есть к делу. Слушайте все. Слушайте все. Новые наказы суть. Возведу все, яко прикажете. Блаженство да будет так. Повинуюсь. Искусен есть. Слушайте все, дали нам наказ. Идти надобно. Будете надобно, люди. Готов? Идем, не празднуйте. Часо накажете. Блюд, наказывайте, сделаю все. Слушай, дали часо на... Пойду, куда накажете. Внемлите, идем, не празднуйте.
В исподню, иду. Скоро получать. Блюду, Готовы есть к делу новому? Стройте надобно. Тихо. Наказом в нем лучше идти, нежели прослушайте воины наказы. Обрежь поскору. Вас не несут. Укажите цель. Тихо, лучники. Слушай, лучники, напрячь. Куда стрелу водить надо? Блажен, кто служит делу, прокреду путем верным. Наказ пойду, куда накажете. Будь следую, куда наказано есть. Не начну сие. Готова служить. Ожидайте наказа, наши лучники. Лучники, снаряжение берите и напрячь поскору. Куда стрелу вот сделаю, я месть сделаю, как накажете. With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. Слушайте все. Идем по If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. О, останете! Отряхните ноги! Войны вас Внимание, пусту словеси. дают! Тихо, воины. Идите. Это наказ. Тихо. Сделаю вся якон. Будет для меня приказ? Возведу все, як... На исполнен наказ ваш. Наказ ваш. Наказывайте, сделаю все. Несть сон, несть наказ уразумех. Тихо. Лучники, надобно готов. Покоряюсь волю. Наказывайте, сделаю все. Блюду. Наказ! Люди, будете надобно, люди. Слушай, исполни наказ наш. Укажите цель. Приступаю на место их. Слушаюсь от слова кое-что. Готовы есть? На кого охотимся? Наказ новый! Воин. Наказ ваш исполнен! Тихо, воины. Куда стрелу вонзите надо? Войны! Отдохновение благо на воздушье! Восстанете! Отряхните ноги! Гадно сделаю, как наказ. Любят от коридор к славе! Отдохновение благо на воздушье есть! Наказы суд исполняются! Наказы суд исполняются уже! Сейчас будет! Слуд, внемлите лучше. Ранее приготовляйтесь! Ой, не ваши уже готовы есть! With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Ожидаем наказы. Ой, не ожидайте победы! Приготовляйтесь! Наказывайте, сделаю все. Приступаю на запад. Ой, не ожидайте победы! Слушайте все, но рад есть трудить. Да, Марка. Есть сон, есть отдохновение. Войны ваши готовы на браните! Покоряемся воле моей. Готовы, если мы действовать!
Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Войны восстанете! Покоряются кому? Исправляю! Сие исправим! Ты не прав! Исполнено будет! Поспешите, леностные! Часо накажете. Мигом на входу. Тройте надо. Пустите меня на брак! Куда приготовь? Готов есть к делу новому! Есть исполнено! Часо накажете? Войны к баране приуготовляйтесь! Доказывайте, здесь. Приказ ясен. Слушайте все. Новые... Идем по скору, все! Готов? Желание мое. Возведу все, яко прикажете. Повинуюсь! Люди готовы тут и ждут дела. Тройте надобно! Часо накажете? Часо накажете! Наказ уразумех! Тип будет для меня приказ. На кого охотимся? Воины, приказ новый есть. Будет сделано. Несть исполню наказ ваш. Блюд... Слушай, идем? Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow. The Lithuanian numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Слушай, тихо, воины. Войны! Готов? Исполню наказ ваш. Напрямую. Наказ, да! Тихо, наказом внемлите. Дело будет! Слушайте, воины, лучше идти, нежели Наказ любые исполнить. Приуготовляйтесь, братья мои! Повинуюсь! Ожида... Наказ исполню не прав! Иду, куда при... Тихо! Брань изничтожила сапоги наши. Внемлите! Сделано будет! Наказ! Велено прийти на брешь! Войны! Наказано идти! Наказывайте, сделал следую, куда наказано есть. Латники на брань устремляют всем долг свой. Наказ готов. Наказ, войны, брань, наказы ваши исполнить. Наказывать внемли. Дали нам наказ, идти надо. Возведу все, яко приказ.
Приказ есть, но клянуюся непрекословие. Поспешите, леностные! Исполнено будет! Блажен, кто служит делу правому. Не млите, неся. Идем. Не празднуйте. Готово. Слушайте все! Древес, идем по спору все. Буду радоваться с вами сражатися. Готов, двигайтесь! Наказ уразумев! Well, it's a complete waste. I was expecting them to launch a surprise attack and not that they were coming from behind our lines. I mean, what? Иду, куда велено есть. Не млите, ожидайте наказ. Есть сон, не слушайте, слушайте. Сейчас сделаю, как накажете. Блюду, иначе построено будет. Часо накажете. Люди готовы, суть, и ждут дела. Готовы есть. Оказывайтесь, дел. Слушайте, дали нам наказ. Приуготовляйтесь. Наказ новый дан есть. Наказ новый есть. Что дают нам, да на месте не стоит. Ой, что дают нам, да на месте не стоит. I mean, maybe they're not retreating, maybe it's a trap again. I mean, it's the old Mongol tactic. We'll see. Лучники, надо готовыми выйти! Прямо в сердце ворога выстрел есть! На кого охотимся? Готовы! Наказы ваши исполнены! Супостаты искусные суть! Ой, исполни сие немедленно! I mean, we could have taken those with us, Слушайте наказ, конь, не млите! but it's okay. Ой, приуготовляйте оружие! Обрежь восход! Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. Alrighty, we've seen that one. While Ivan III consolidated Moscow's... Yep. The cannon yard. Across the banks of the Ugra River, the Mongol army stared down the barrels of
Ivan III's formidable array of cannons and retreated. It was the final stand, a display of might that shook Muscovy free from its conquerors. Under Ivan III, Rus' firepower advanced ever more rapidly. Where before the Rus had adopted the simple guns, their neighbors, and used them only to defend against sieges, Moscow now had its own cannon yard, a great foundry where huge cannons were cast in bronze and mobilized with carriage wheels. Now they could be brought to the battlefield. Their power shattering stone walls and bringing cities to their knees. Muscovite cannons would continue evolving to enormous scales and stand as an imposing symbol of the military might of the Rus. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. Na zdrowie. What are the special qualities of this drink then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of saviour, if you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign.